Война. День 217. Ситуация на фронтах. Россия активно пытается восстановить свои потрепанные войска мобилизованными и, похоже, намерена их бросить как можно скорее в бой, дабы остановить продвижение украинских войск. Уже фиксируется прибытие первых мобилизованных на фронт без какой-либо подготовки. Также оперативно доукомплектовывают 3-ю мотострелковую дивизию, которая находится в Белгородской области, и 20-ю в Ростовской области, дабы в скором времени и их направить в Украину. Восток. Информации о расширении украинского плацдарма в районе Двуречной не поступает, но в то же время ЗСУ продвигаются со стороны Купянска, и вчера подтвердилось освобождение Купянск-Узловой, большой железнодорожной станции, а украинские войска продвинулись дальше на восток и в стороны, расширяя плацдарм. Так сообщается о достижении Петропавловки и, по некоторым данным, Синьковки, и, судя по всему, скоро эти два плацдарма в скором времени станут одним. А сегодня утром уже известно о освобождении Кившаривки. Но куда интереснее события происходят южнее, в районе Лимана, где продвижение украинских войск более существенно. ЗСУ отказались от штурма Лимана в лоб и начали продвигаться по флангам, дабы окружить город. Так уже появились кадры, подтверждающие освобождение Коровьего Яра и Редкодуба, а российские военкоры сообщают, что украинские войска уже в Колодезях и освободили Катериновку и Зеленую долину, а южнее продвигаются к Заречному, и в случае успеха Лиман будет полностью окружен. Также украинцы движутся со стороны Лозового в направлении Боровой. Российское командование приняло решение реагировать на это все, бросая свои войска в встречные контратаки, вместо того, чтобы встать в оборону. Кто бы мог подумать, что это не остановит украинские войска. Помимо всего, у россиян в тылу на участке от Кременной до Сватова участились засады на колонны снабжения, что тоже не добавляет уверенности тем, кому это снабжение предназначалось. На правом берегу Северского Донца ЗСУ также продвигаются. Белогоровка освобождена несколько недель назад. Теперь к ней добавилась и Спорная, а бои идут на подступах к Лисичанскому НПЗ. В свою очередь россияне зачем-то продолжают атаковать подступы Бахмута. Они вообще в курсе, что у них на севере творится? Тем более за 3 месяца каких-то значимых продвижений они тут так и не достигли. Дальше идут бои вдоль всей линии фронта, преимущественно артиллерийские. Генштаб Украины сообщил о обстреле украинских позиций в районе Егоровки. Похоже, украинские войска продвинулись ближе к городу, вероятно, со стороны Шевченкова. Юг. В Херсонской области продолжаются бои вдоль всей линии фронта. Авиация активно применяется обеими сторонами. Также Россия сосредоточила иранские беспилотники на этом направлении, дабы поддержать свои войска на правом берегу Днепра и наносить удары дронами камикадзе по украинскому тылу. На земле о каком-либо продвижении неизвестно. Спасибо за просмотр, буду благодарен вашим комментариям, лайкам, подписке и колокольчику.